Ты не убежишь, ты не выиграешь. Игра окончена. Слова прототипа сказаны в 4 главе, но в этом видео я вам расскажу его историю от того, как он стал этим прототипом до видеокассеты «Время». Прототип, также известный как эксперимент 1006, Коготь и Олли. Главный антагонист франшизы Poppy Playtime. Это 1006 эксперимент, проведенный компанией Playtime Co., один из самых продвинутых, умных и жестоких в своем роде. Он был организатором Часа радости и инцидента, произошедшего на фабрике игрушек Playtime Co. в 1995 году, который привел к массовому убийству бесчисленного количества сотрудников и прекращению работы компании. Фабрика была захвачена живыми игрушками, все из которых находились под его влиянием. О прототипе мало что известно, кроме того факта, что он был идеальным результатом, которого добивалась компания Playtime Co. Он был создан до или в течение 1989 года, предшествующего инициативе «Большие тела», и предположительно был первым и единственным успешным исследованием неназванной научной области, связанной с Poppy Playtime, о которой говорится в АРГ по 4 главе. Было также заявлено, что прототип отличался от других их экспериментов, поскольку ему не требовалось никаких веществ или пищи для выживания. Эти результаты, среди прочего, побудили многих сотрудников, в первую очередь Харли Сойера, которого позже наняла Playtime Co., признать его оптимальным результатом экспериментов. Было заявлено, что прототип проявлял новые черты характера во время каждого сеанса, являясь интересной фигурой для изучения. Ученые сказали, что он был очень умен и обладал высоким уровнем интеллекта. В 1989 году прототип сбежал из тюрьмы и спрятался в приюте, привлекая на свою сторону проблемного сироту по имени Теодор Грамбл. Он часто поощрял мальчика саботировать Playtime Co., но безуспешно. Их дружба стала печально известна среди персонала, который поначалу считал, что друг мальчика был вымышлен. Однажды Теодор получил инструкции от 1006 открыть служебную дверь в приюта, используя два украденных рюкзака Грегпак 2.0 и зеленую руку, с намерением либо дать возможность сбежать сиротам, либо ему самому. Из-за своего юного возраста и недостатка опыта Теодор перекрутил зеленую руку, получив сильные удары электрическим током и потребовав немедленной медицинской помощи. Несмотря на то, что прототипу удалось открыть дверь, он пожертвовал своей свободой, чтобы спасти Теодора. Он принес раненого мальчика в офис Томаса Кларка, и тот заметил его, прежде чем его перехватила охрана. 2 года спустя 1006 восстановился с Теодором Грэмблом, который теперь был превращен в Кэтнепа. Во время их совместной работы Кэтнеп ходил за прототипом по пятам, как потерявшийся щенок, по словам Лейта Пьера, а 1006 казалось, не обращал на него внимания. Эксперимент 1006. Прототип. Координация и сотрудничество, очевидно, входят в его набор навыков, как и во всех других экспериментах такого типа. Хотя сегодняшние события все еще отсутствуют, они, несомненно, связаны с ним. Его отсутствие было недостатком в научном процессе, который ни при каких обстоятельствах не должен был быть замеченным. В это свободное время 8 августа 1995 года 1006 захватил компанию Playtime Co. Это событие, известно как Час радости, повлекло за собой массовую резню и побег из тюрьмы всех людей, находившихся на фабрике, в то время как сотрудники были сосредоточены на транспортировке киси-миси в приют. Эксперименты начали восстание, когда они бездумно убивали всех взрослых и ученых под руководством прототипа. После завершения мероприятия тела были оттащены вглубь фабрики, и игрушки в конечном счете питались ими, чтобы выжить. Внезапное исчезновение всех сотрудников привело к закрытию Playtime Co., однако по мере того, как количество людей уменьшалось, игрушки начали предавать друг друга в попытке завладеть оставшимися пищевыми ресурсами. Все запасные игрушки или детали, которые остались после монстра, были использованы в прототипе. Так продолжалось в течение 10 лет, пока в 2005 игрок в конечном счете не вернулся на фабрику.